Представляю вашему вниманию торт абрикосовый прованс. Этот рецепт мне сгенерировал искусственный интеллект, то есть чат GPT. У меня были абрикосы, я спросила, что сочетается с абрикосовым конфи, и мне предложил вот такой вариант. Здесь у нас коржи дикоаз и фисташковый крем. Для приготовления этого торта нам понадобится 3 белка. Отделяем и желтки пока вместе оставим в сторону. В конце этого видео я дам бонусом печенье сабле, в которое мы используем эти желтки. Взобьем до пены белки, добавим 40 грамм сахара и взобьем до острых пиков белки. Отдельно просеиваем миндальную муку 70 грамм, 20 грамм обыкновенной муки и 70 грамм сахарной пудры. Перемешаем нашу сухую смесь и теперь в 3 приема вводим сухую смесь в наши белки, аккуратно, но быстро перемешивая лопаточкой движениями снизу вверх. Выкладываем готовое тесто в кондитерский мешок и выдавливаем круги на бумагу, на противень по диаметрам 16 сантиметров. Я на обратной стороне бумаги нарисовала эти круги и теперь по этому диаметру выдавливаю тесто. И теперь запекаем в духовке при 170 градусах 15-18 минут. Следите за своей духовкой до румяности, вот так. Отдельно приготовим сироп, 50 грамм воды, 30 грамм сахара и 15 грамм ликера. И пока коржи теплые, пропитаем. Приготовим абрикосовое конфи. Для этого нам потребуется 200 грамм абрикосового пюре. Я пробила свежие абрикосы, можете взять замороженные, можете взять готовое пюре, что есть. Отдельно взвешиваем 15 грамм сахара с 5 граммами пектина и перемешаем вместе это все. И отдельно взвесим 35 грамм сахара. Теперь нагреваем наше пюре до 40 градусов и всыпаем сахар с пектином и доводим эту смесь до кипения. Как только закипело, добавляем оставшиеся 35 грамм сахара и где-то пару минут прокипятим. Затягиваем пленкой кольцо диаметром 16 сантиметров, помещаем на ровную поверхность и выкладываем наше пюре в кольцо. Отправляем в морозильник как минимум на 4 часа. Приготовим мусс. 6 грамм листового желатина заливаем холодной водой, 150 грамм белого шоколада заливаем кипящими сливками, чтобы он растаял, и добавляем туда 50 грамм фисташковой пасты. И все это хорошенько пробьем блендером до однородной эмульсии. Теперь, пока еще горячий ганаш, добавляем туда желатин. Снова перемешиваем, чтобы желатин растворился. И отдельно взобьем 250 грамм сливок 33% до мягких пиков. Теперь это две смеси нам надо перемешать, ганаш со сливками. Я выкладываю немного сливок в ганаш, перемешиваю, чтобы их слегка облегчить. И затем соединяю сливки с ганашем вместе. А теперь нам надо собрать торт. Достаем из морозилки наш конфи, снимаем все защитные средства, кольцо. Теперь кольцо диаметром 18 сантиметров затягиваем пленкой, ставим на ровную поверхность. Внутрь поместить лучше пленку, чтобы лучше вынимался этот наш торт. Выкладываем примерно 1/3 мусса. Сверху на него пропитанный корж, сверху на корж конфи, снова
1/3 мусса выкладываем. Второй корж. Придавливаем слегка все наши слои, чтобы не образовывались пустоты. Сверху выкладываем оставшийся мусс и разровняем. Отправляем в холод, как минимум на 8 часов заморозить торт. Приготовим глазурь. Для этого 100 грамм сливок вскипятим и засыпем туда 150 грамм шоколада белого и 30 грамм сливочного масла для блеска. Все это перемешаем. Я добавила 1 каплю зеленого красителя, 50 грамм фисташек мелко режем. Наша глазурь остыла до 34 градусов. Достаем из морозильника торт. Я его вот так выложила на подложку, чтобы было бы удобнее. И ставим на решетку. И теперь заливаем глазурью наш торт. И по бокам я украсила вот так фисташками. Я беру на широкий нож, и пока еще глазурь горячая, не застыла, я прикладываю фисташки, и они очень хорошо держатся. И вот такой торт получается, сгенерированный искусственным интеллектом. Я боялась, что будет слишком сладкий мусс, но абрикосовая кисленькая конфи как бы выравнивает вкус, и очень вкусный торт получается. Приятного аппетита, если захотите сделать. Ну и чтобы наши желтки не пропадали даром, приготовим печенье сабле. Для этого возьмем 150 грамм сливочного масла, добавим 100 грамм сахара, все это взобьем, и теперь по одному будем добавлять наши 3 желтка. Конечно, бы лучше было взять просто мягкое масло, но я его растопила, и оно у меня получилось жидкое, но это не испортило вкус печенья. Теперь добавим у меня пол чайной ложки ванильной пасты. Вы можете добавить ванильный сахар, щепотку соли. И засыпаем все это 250 граммами муки. Перемешаем хорошенько, вымесим тесто. Вот я лопаткой его вымесила, оно очень хорошо вымешивается. И теперь тесто выложим на пленку. Оно мягкое и очень эластичное, и липнет к рукам, и с ним работать вот надо вот так аккуратно, заматывая его постепенно в пленку. Делаем вот такую колбаску и отправляем в холодильник на 30 минут. Через 30 минут достаем наше тесто, вот так его раскатываем потоньше и нарезаем вот такими кружочками. В рецепте дано нарезать на 20 кусочков, но так как мне хотелось использовать вот эту печать, на которой написано homemade, поэтому я делала их покрупнее, и у меня их получилось 12 или 13, что-то такое. Вы можете раскатать колбаску более тонкой и сделать больше печенек. И вот такое печенька получается. Оно очень хрупкое, нежное и очень-очень вкусное. Приятного аппетита!